Привет, Арми. Никто не ожидал, что простая история в Инстаграм от Ким Тэхёна 15 мая 2026 года за считанные минуты вызовет у фанатов настоящий ажиотаж. Это не было масштабным событием, это не был тизер к камбэку, и это не было официальным объявлением. Все началось на современной кухне с теплым освещением, расслабляющей музыкой и двумя участниками BTS, которые, казалось, наслаждались вечером самым простым образом. Тэхён был одет в темно-коричневый свитер, кепку с надписью «Сурф» и солнцезащитные очки, которые придавали ему расслабленный, но в то же время культовый вид. Рядом с ним стоял Джей Хоуп в черной кожаной куртке и белой кепке-тракере задом наперед, наслаждаясь атмосферой и слушая песню. Затем все изменилось за считанные секунды. Когда заиграла новая песня Дрейка, в тексте внезапно прозвучала строчка, упоминающая BTS. Эта фраза сразу же привлекла внимание Тэхёна. И его реакция была поистине его собственной. Это не была драматичная реакция, это не было чрезмерно экспрессивным. Он просто замер, слегка наклонился, а затем сделал небольшое движение, похожее на растерянный, но очаровательный танец. Его выражение лица, казалось, говорило: «Подождите, он только что сказал BTS?» Этот небольшой жест, возможно, длился всего 2 секунды, но Арми тут же потеряла концентрацию. Потому что это настоящий Тэхён, спонтанный, забавный, теплый и совершенно нефильтрованный. Даже вопросительный знак в подписи к его истории сделал все еще более случайным, но в то же время еще более культовым. Однако, что сделало этот момент еще более особенным, так это реакция Хобби. Сначала он молчал, держась за подбородок, словно пытаясь понять, что только что сделал Тэхён. Затем Тэхён повернулся к нему. И в следующую секунду серьезное лицо Хобби озарилось громким смехом. Его энергия полностью преобразилась. Он начал улыбаться, двигать руками, а затем смеяться вместе с Тэхёном, как два лучших друга, наслаждающиеся маленьким, беззаботным моментом. Не было долгого разговора, не было профессиональной настройки камеры, просто два участника BTS смеются вместе на кухне, слушая музыку. И почему-то именно такие простые моменты всегда оставляют самое сильное впечатление на ARMY. Многие фанаты говорили, что выражение лица Тэхёна, когда он услышал название BTS, было слишком смешным, чтобы его игнорировать. Но с другой стороны, некоторые ARMY сразу же связали этот момент с Чон Чонгуком. Потому что все это время Чонгук был известен как один из тех, кто больше всех смеется над спонтанными выходками Тэхёна. Некоторые фанаты даже говорили: если бы Чонгук был там, он бы смеялся громче всех. Другие представляли, как Чонгук имитирует растерянный танец Тэхёна и еще больше дестабилизирует ситуацию, как они делали это годами. И именно поэтому это короткое видео показалось гораздо более сильным, чем просто обычная история в Инстаграм. Потому что за этим маленьким танцем ARMY снова увидели теплую сторону отношений BTS. Речь идет не всегда о грандиозных концертах, крупных достижениях или впечатляющих выступлениях. Иногда достаточно всего нескольких секунд спонтанного смеха, чтобы напомнить всем, почему их химия так особенна. Тэхён с растерянным выражением лица, Хобби с его заразительным смехом и мысль о том, как Чонгук оказался втянутым в этот небольшой хаос, все это сделало этот момент невероятно личным для фанатов. И теперь ARMY постоянно пересматривает эту историю, не только потому, что имя BTS было упомянуто в песне Дрейка, но и потому, что они увидели нечто гораздо более реальное – дружбу, комфорт и то, как Тэхён остается самим собой даже в самые неожиданные моменты. По мере того, как ночь продолжалась, все больше и больше фанатов понимали, что эти маленькие моменты – это кусочек жизни, который публика редко видит. Не было огромных сценических прожекторов, не было камер развлекательных шоу, не было персонала, который бы указывал им, как реагировать. Просто Тэхён и Хобби, стоящие на кухне и смеющиеся над чем-то совершенно спонтанным. Именно это и сделало историю такой живой. Некоторые ARMY начали замечать мелкие детали, которые раньше могли упускать из виду, как Тэхён сначала несколько секунд просто смотрел пустым взглядом, а затем слегка двигался в такт песни, как Хобби смотрел на них так, словно пытался сдержать смех, пока, наконец, не выдержал и не расхохотался. Все это выглядело естественно, как будто два лучших друга слишком сблизились.
И, конечно же, интернет тут же превратился в море теорий и реакций. Ленты новостей были заполнены отрывками видео, которые пересматривали снова и снова. Некоторые замедляли движение Тэхёна, чтобы запечатлеть его растерянное выражение лица, когда он услышал упоминание BTS. Другие делали мемы из того, как он наклонял тело. Одна из армий даже сказала, только Тэхён может превратить 2 секунды растерянности в самую смешную сцену года. Но за всеми шутками многие фанаты были также растроганы. Потому что после всех этих лет вместе BTS, похоже, по-прежнему наслаждались мелочами так же, как и раньше. Независимо от того, насколько известными стали их имена, независимо от того, насколько плотным был их график, в глубине души они оставались 7 людьми, которые могли смеяться над одной единственной строчкой песни. И, возможно, именно поэтому их отношения казались такими реальными для многих. ARMY были влюблены не только в музыку BTS, им также нравилось, как они создавали впечатление настоящей дружбы. То, как они понимали друг друга, не говоря ни слова, как одно единственное выражение лица могло мгновенно рассмешить других участников. И история Тэхёна в тот вечер стала небольшим напоминанием об этом. Еще забавнее то, что все больше людей говорят о Чингуке, хотя его даже нет на видео. Некоторые фанаты начали выкладывать старые подборки, где Чингук смеется над случайными выходками Тэхёна, от закулисных моментов до прямых эфиров и закулисных концертов. Чем больше старых видео пересматривают, тем больше AR и MUI чувствуют, что их динамика всегда одинакова. Тэхён часто делает что-то спонтанно, без предупреждения, а Чингук смеется первым громче всех. Это как неизменная закономерность. Поэтому многие фанаты говорят, что эта история с Хобби – еще один кусочек пазла личности Тэхёна, который всегда умеет разрядить обстановку. Даже с помощью небольшого жеста и невинного выражения лица он может заставить окружающих смеяться, даже не осознавая этого. И Хобби в тот вечер, казалось, действительно наслаждался этой энергией. Его смех разносился повсюду, его улыбка мгновенно озаряла, и на мгновение все казалось таким простым. Не как у мировых суперзвезд, за которыми наблюдают миллионы. Они просто выглядели как близкие друзья, наслаждающиеся музыкой в конце долгого дня. Возможно, именно поэтому эта история кажется такой особенной. В эпоху социальных сетей, наполненных запланированным контентом, спонтанные моменты, подобные этому, самые ценные. Они несовершенны, они не наиграны, и именно поэтому фанаты чувствуют себя ближе к ним. ARMY даже начали говорить, что «маленький хаос BTS» — одна из причин, почему этот фандом всегда чувствует себя таким теплым. Потому что, несмотря на их напряженный графики мировых турне и давление со стороны индустрии, участники все еще могут находить радость в мелочах, таких как совместный смех на кухне. И Тэхён, сам того не осознавая, снова оказывается в центре этого простого момента. Его растерянное выражение лица, его случайные, едва заметные движения, и то, как он тут же проверяет реакцию Хобби после прослушивания текста песни, все это так уникально для него. Он не пытается быть смешным, он просто смешной от природы. Это тот Ким Тэхён, которого AR и MUI всегда знали. Тот, кто может изменить атмосферу, просто постояв неподвижно несколько секунд. Чем больше людей пересматривают эту историю, тем яснее становится, что самое захватывающее – это не упоминание BTS в песне Дрейка, и не то, кто с кем. Это комфортная энергия, исходящая от видео. Нет неловкости. Нет отчуждения. Только искренний смех. И, возможно, после всего долгого пути BTS за эти годы, именно это фанаты сейчас ценят больше всего – видеть, как у них все еще бывают простые моменты, которые заставляют их выглядеть по-настоящему счастливыми. Потому что, в конечном счете, AR и MUI всегда любили BTS не только за их выступления на сцене, но и потому, что их отношения вне сцены кажутся такими человечными. Они могут быть мировыми суперзвездами перед десятками тысяч людей, но спустя несколько часов они могут быть просто группой друзей, смеющихся над строчкой песни, которая внезапно пришла им в голову на кухне. И каким-то образом именно это сочетание делает BTS такими особенными и по сей день.
Короткая история Тэхёна длится всего несколько секунд, но ее влияние мгновенно распространяется по всему фандому, заставляя людей смеяться, испытывать ностальгию и заставляя многих ARMY вспомнить, почему они так любили эту группу с самого начала. Потому что за всеми своими великими достижениями BTS всегда скрывалась способность дарить утешение через маленькие, осязаемые моменты. И в тот вечер Тэхён и Хобби снова это сделали. Никакой грандиозной концепции. Никакой тщательной подготовки. Никаких чрезмерных усилий. Просто спонтанный смех, случайные жесты и настоящая дружба. И теперь одна простая история в Инстаграм превратилась в один из тех маленьких моментов, которые ARMY, вероятно, запомнят надолго.